Отсюда начинается Рива-дель-Гарда. Люди приезжают, свои этикетки клеют, отмечаются, что они здесь были. Итак, всем привет. Наш отпуск в Италии продолжается. И сегодня мы хотим поближе познакомиться с городом Рива-дель-Гарда, который нам еще абсолютно не знаком. Так, на бастион нам не получилось забраться, поэтому я сейчас пойду, поднимусь на вот эту башню. Я думал, где вход, а он, оказывается, вот с этой стороны, маленький такой, невзрачный. Так, купил я тикет, стоит 2 евро на одну персону. Можно видеть, толщина стены какая. И вот странно, вроде башня стоит на площади, на жаре, а внутри как в холодильнике прохладно. Почему так, непонятно. Туда мне еще надо подняться. Какой-то старый механизм здесь. Это часы. Часовой механизм получается. А, ну да. И туда передается время. Лестница становится все круче и круче. О. Здесь сверху становится все уже и уже. Приходится даже наклоняться местами. Я уже почти дошел. И вот он, город в своей красе. Так, мои почему-то не захотели по ступенькам подниматься, но я решил. Планы у нас были подняться вот на этот бастион, но, увы, сегодня все закрыто. На обслуживание, получается. Покажу с высоты город Рива-дель-Гарда. Я уже говорил, что до Первой мировой войны этот город был австрийско-венгерским. И после Первой мировой войны он стал уже итальянским. Поэтому здесь вот, если по городу идешь, видно, что такая архитектура смешанная. Но больше, конечно, преобладает чисто итальянская архитектура. У итальянцев вот как вот желтый домик. Такая простенькая архитектура, но все равно симпатично смотрится. От Германии, конечно, сильно отличается. Колокол такой.
покажу озеро с высоты. Ой, ну просто заглядение, особенно с высоты. Отель Соли. И прямо на крыше вот люди загорают, вернее, дама лежит без ничего. А мы сейчас только что ходили вот вдоль озера по той дороге, вот туда. Там раньше была старая автомобильная дорога, и сейчас она закрыта. И когда сверху смотришь, там видно, что дорога местами выходит из туннеля и опять заходит. Вернее, из скалы выходит и заходит. Ну, классно смотрится. И оставили там дорогу только для велосипедов. Сейчас люди со всей округи приезжают только чтобы по этой дороге прокатиться, потому что вдоль дороги виды там на озеро, ну, просто обалденные. Но мы без велосипедов, мы пешком, поэтому мы дальше не пошли. Я вот отсюда даже вижу, вон рыба плавает. А мои вон они сидят, не захотели подниматься. Башня Торре Апанале 12 века. Первое, что бросается в глаза, это башня Торре Апанале, ее высота 34 метра. Построена она в 13 веке. И она является такой вот своеобразной визитной карточкой, символом города Риva-дель-Гарда. Зря вы не хотели подняться. Подъем абсолютно не тяжелый. Там явно ступеньки. Ну, не ступеньки такие низкие, легко подниматься. А вы что тут в грязной воде рыб набираете? 2 ойра. Там сейчас такие проплывали. А вон, я вижу, вон они плывут. Я вчера видел утка вот такая маленькая, в 2 раза больше рыба была, она его за жабры хватила и подрались с ним. Я думаю, блин, тут рыба есть, блин, скорее всего. Да, утка, это не ты была вчера? Нет, сверху виды классные. На город тоже, вот, весь город видно, как на ладони. Сейчас пройдемся еще по набережной немножко. Время у нас еще есть. Несмотря на то, что время еще обеда нету, или где-то примерно обед, я не знаю точно времени. Но людей здесь уже прилично. Это как сделан нос затонувшего корабля, да? Якорь внутри, фонтанчик. Я правильно понял, да? Это нос затонувшего корабля? Ну, если предположить. Сколько вы? Означает упал. А сколько время сейчас? 10 минут первого. Понял? Упал означает кадукти. Так. 2 персоны стоят 10 евро в час. 12 евро в час. 3, 4, 5 персон стоит 12 евро в час. Бот с горкой стоит 15 евро в час.
Какая пальма мощная, большая. Тут такая девушка сидит на камушке, любуется нами. 1985 года. А это Аролдо Пигнатари, 13 года рождения. Умерла в 99 году. Что, сувениры хотите посмотреть? Ну, там тоже есть. Здесь что-то народу дофига стоит. Вы смотрите, я пойду туда скажу. Пока мои будут сувениры смотреть, я пойду немножко в сторону зайду, потому что когда по городу, по центру гуляешь и заглядываешь куда-нибудь в улицу, тоже становится не менее интересно. Вот. Это местная церковь. Это уже итальянские церкви, они отличаются от всех других. Пиаццетта Крафонара. Кто умеет по-немецки читать, можете на паузу поставить, прочитать. Здесь тоже ворота какие-то старые. Здесь тоже площадь перед церковью. Небольшой базарчик, фрукты продают. Порто Сан-Михель. Население Риво-дель-Гарда составляет около 16 тысяч человек. Сюда охотно приезжают на отдых и немцы. К тому же основная часть населения Ривы тоже немецкоговорящая. Поэтому здесь даже много итальянцев вполне сносно говорят по-немецки. Эти ворота здесь стоят с 1274 года. Это выход уже в старый город. Вот смотрите, в такой старой части города встречаются и вот такие вот здания, которые по виду явно уже заброшенные, никто здесь не живет, требуют явной реставрации. Спереди, походу, тоже какая-то церковь или непонятно, что это. Да, церковь вроде какая-то. О, а здесь с левой стороны, я так понимаю, это остатки чего-то. Раскопки здесь вроде проводят.
фундамент какой-то. И чтобы он сохранился, наверное, сделали такой навес. Чем дальше мы отдаляемся от набережной, тем все меньше и меньше людей. Вернее, люди встречаются, но идут в сторону озера. Время обеда, сейчас они там где-нибудь в ресторанчике, пиццерии засядут и будут проводить время. Смотри, какое красивое, но старое, блин, заброшенное. Ну да. Но, видимо, никто не хочет реставрировать это дело. Стоит, наверное, немало. Явно продается. Вот мы и дошли до церкви, которую сдалека видели. Стационы 14 века. Там с другой стороны. Вода холодная. Интерьер церкви красивый очень. Полностью расписанный. Все в картинах. На улице плюс 30 градусов. Так вот. Идем мы вот по такой вот улочке. С обеих сторон цитрусы растут. И вот у этих двоих бандитов появился соблазн сорвать фрукту. Штефан баскетболист. Говорит, я сейчас подпрыгну, сделаю баскетбольный прыжок и сорву одну цитрусовую штучку. Только не знаю, что это именно, лимон или апельсины. И внизу их уже нету на дереве, они все сверху растут. Наверное, нижние уже ободрали все. Пиццерия Дёнер Кебаб. Пьяный кебаб. Вот тоже ворота, старые ворота 11 века. Пита. Там что там? Интересно, это колодец тоже такой же старый, как и ворота. Потому что сейчас таких уже не делают. Не, классно. Вот я всегда говорю, что если уходишь с центра
И заходишь в такие небольшие улочки, тоже симпатично, интересно. Сюда вниз можно видно. Смотри, там тоже какой-то туннельчик. И живут же здесь люди. Я сейчас умышленно молчу, ничего не говорю, чтобы, как говорится, поглубже почувствовать атмосферу вот этих симпатичных итальянских улочек, чтобы услышать звук этих улочек, настоящий звук. Ciao bella. If no one you are going like me, you are like this. So dritto. So. Что, смотри, какие макароны, разноцветные все. А что, сюда пошел, а не в ту сторону? Смотри, рай для алкоголиков. Лимончелло разное. Смотрели видео, то лимончелло призывали все попробовать. Но мы попробовали, и больше не хочется. Что-то она не понравилась. Вот что думали, да? Вы же хотели сувенирчики посмотреть, и так все время мимо проходите. Надо магнитик какой-нибудь купить. Вы же хотели сувенирчик купить. Таня просила вообще карты. И если что, смотрит, только Италия у него есть. Вообще повесить на холодильник. С Гардазы у нас нету еще магнитика. Вот смотрите, дизель прайсы в Италии, заправка Иаси какая-то. 1,91 евро стоит дизель и 1,99 бензин.